Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это случилось в далекой горной деревне. Мужчина по имени Андрей приехал туда по работе. Он был зоологом, изучал следы диких животных, вел учет численности популяций. Однажды ранним утром он услышал странный плеск у горной реки. Сначала подумал, что это выдра. Но, подойдя ближе, увидел в холодной, бурлящей воде барахтался медвежонок. Он был крошечным, едва стоял на лапах. Его снесло в реку, и он судорожно пытался выбраться, но каждое движение только сильнее затягивало его под воду. Андрей не раздумывал. Он прыгнул в воду и, преодолевая ледяное течение, добрался до малыша. Медвежонок оказался измотанным, дрожал от холода, но не сопротивлялся. Андрей прижал его к себе, согрел, вытащил на берег. Он знал, что возвращать его в дикую среду без матери значит обречь на смерть. Поэтому он оставил его у себя, временно. Назвал его Тайга. Несколько недель он выхаживал зверя, кормил, лечил лапу, расчесывал шерсть. Но знал, дикое должно остаться диким. Когда пришло время, он отвез Тайгу в приют в заповеднике туда, где ему помогут адаптироваться к жизни в лесу. Прощание было тяжелым. Медвежонок прижался к Андрею, и тот поклялся себе, что больше не будет привязываться. Прошло 5 лет. Андрей снова оказался в тех местах, только теперь в другой роли. Заповедник закрыли, часть животных выпустили. Лес изменился, зверей стало меньше. И вот, в один день, когда он собирал оборудование у реки, он услышал трещание кустов. Оглянулся и не поверил глазам. Из чащи вышел медведь. Большой, взрослый. Шерсть на загривке с тонким белым пятном. Таким же, как было у Тайги. Андрей остался стоять, не двигался. Медведь подошел ближе, остановился в нескольких метрах. И просто смотрел, не рычал, не уходил. Несколько секунд, как вечность. Потом опустил голову, развернулся и ушел. Тогда Андрей понял, он помнит. После всех лет, после возвращения в дикую природу, он не забыл. Этот взгляд был благодарностью, связью, которую не разорвать. И каждый раз, когда Андрей рассказывает эту историю, он говорит одну фразу. Он был зверем. Но тогда, в ту секунду, он был ближе, чем любой человек. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.